Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайки поставьте. Лайки сами себя не поставят. Для вас мелочь, а мне приятно. Тема сегодняшнего расклада. Сплетня. Что нового на форуме ваших недоброжелателей? Какие там новые сплетни о вас? Сразу сделаю вашу сигнификацию. Если узнаете себя умница, красавица, лучшая из лучших, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Через тернии к звездам, да? Как будто научена горьким опытом. Ой, учитесь защищаться, себя защищать, может быть, рамки границы выстраивать. Говорите, до конца это почему-то невозможно. Может быть, отчасти потому, что, как правило, самые болезненные уколы, неожиданные, у нас приходят от самых близких. Почему-то мне так. Или вы успеваете привязаться к какому-то человеку, а потом для вас настолько болезненно это разочарование в этом человеке. Как будто бы уже особо ничего хорошего даже уже и не ждете. Не то, что там от окружающих, никаких надежд особо не возлагаете. Тут из той серии, что женщина уже мудрая, я могу сказать, назвать вас мудрой. Почему? Потому что вы говорите, не нужно очаровываться для того, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Это касается каких-то людей, каких-то третьих лиц, влияния третьих лиц на вашу судьбу, может быть, на взаимоотношения. И вы как будто вы женщина уже осознанная, и вы как-то стараетесь мудро к этому относиться, гармонично. И тут карта, сейчас я спрошу, сейчас я доложу сразу. Женщина, которая учится себя приводить в норму, свои какие-то, может быть, даже эмоциональные вот эти перепады. Да, может быть, если там кто-то вас выводит из себя, вы так себя берете, можно сказать, за шкирку, да, аккуратненько, так говорите, спокойно, как вот я вот себе говорю, Ира, спокойно, все хорошо, это тебя не касается, пусть там вокруг мир разрушается, у тебя своя жизнь выстроенная, спокойная, все уравновешено, вот тут как-то так вы сами научились себя где-то, может, адаптироваться от этого, как это, отстраняться, да, отстраняться от этого, от того, что происходит вокруг, потому что вокруг вас какие-то токсичные люди. Вы говорите, приходится мириться с наличием их. Я же никак не могу повлиять, допустим, если начнется там снегопад, град какой-то там, дождь затяжной, да, моросящий. По большому счету, как я могу с этим? Нужно научиться это принимать. Но тут как будто научиться принимать это, но не принимать близко к сердцу. Как-то отстраненно. Даже не то, что принимать. Наверное, поменять реакцию на этих людей, на какие-то события. Тут как будто бы так в корне вы учитесь этому. Не брать близко к сердцу, не где-то не воспринимать какие-то проявления токсичных людей в отношении именно вас. Вот как-то тут что-то такое мне. У вас пока не совсем это получается. Вы на пути к этому. Вот смотрите, какие карты. Карта называется «Невозможно». Невозможно, что я уточняю. Вы говорите, да, попадаются какие-то вот эти вот неадекватные личности, карта сущность, проявления каких-то людей. Огонь в данном контексте — это какая-то злость, агрессия. Может, все вместе. У человека очень плохой день выдался, да, и он не в отношении вас, не вас считает, там, что вы сволочь полная, а вот у него день не задался, и вы попали ему под горячую руку. Также может быть желающих очень много где-то взять ваш ресурс, ваше внимание, от вас брать воровство, а в ответ нифига, потребители какие-то. Только вы говорите, я подзадолбалась уже. Если бы один там человек в день, то их, как бывает, череда этих людей, какое-то ощущение, что вас окружает такое вот, такое окружение, такие люди. Но вы как-то учитесь, я же говорю, от этого защищаться. И тут карта воительница.
Это женщина, которая с мечом, рамки, границы отстаивает, эти эмоции старается держать все под контролем. Но вы говорите, не до конца еще это возможно. Это все программу, я все осознаю, я иду в этом направлении, но у меня не совсем всегда все получается. Ну, молодцы, дорогу осилит идущий. Так, что это за токсичные люди? Похоже. Ну, опять эти карты похожие выходят. Смотрите, опять это карта сущность, опять карта огонь, агрессия. В данном случае сочетание. Какие-то люди очень неадекватные. Люди, которые хотели бы самоутверждаться за ваш счет, за счет других. Им кайф, когда они кого-то унизят, когда у кого-то там страдания какие-то. Карта лед. Это может быть даже люди токсичные. Это, знаете, один день он тебе улыбается, на следующий день он тебе какую-то гадость скажет. Или через 10 минут. Тут как будто бы качели эмоциональные. Это может быть любовные истории, да, вот эти вот пикаперы недобитые, где холодно, жарко-холодно. Сегодня он тебя любит, завтра он тебя игнорирует, там уничижает, опускает. Пытаются, как будто бы, может быть, люди такие, как будто бы вы их считаете, ну, вы их приближаете к себе, вы считаете, ну, вы можете поделиться с чем-то, как будто бы подпускаете к себе близко, а на следующий день там или через месяц он тут вам кинжал помеш лопаток и картолет, охлаждение. Ну, какая-то сущность, теневое проявление людей, в общем. Ну, в общем, вы подытожим. Все равно вы умнички, вы по карте гармония понимаете, что основа основ заложена в вас, и восприятие этого мира, по большому счету, вы в ответе за то, как вы будете этот мир воспринимать. Тут как будто бы вот так постарайтесь, я же говорю, как-то отстраненно с этими товарищами себя вести, или же минимизируйте вот общение с ними, влияние их на вас. И тут эта карта переход на новый уровень, как будто бы вы, можно сказать, уже 99,9% вы уже это урок усвоили, вы проходите, как будто бы дальше поднимаетесь на другой уровень. Я вас поздравляю, там будут новые уроки. Да, оптимистично. Ну, эта карта как перерождение. Отчасти она похожа на страшный суд. Как когда какой-то кармический урок вы проходите, и дальше вот все. Добро пожаловать на новые испытания, новая жизнь. Ну да, вот урожай какой-то вы собрали, все, дальше идете, ну я же думаю, со знаком плюс. А урожай какой? Женщина сумела за себя постоять, женщина сумела свои эмоции взять ну, в кулачок-то, вот себя вот так вот собраться под контроль. Воительница, умная женщина, мудрая, с интеллектом все в порядке. Тут нашла применение своему интеллекту. Где-то научилась говорить нет, где-то научилась ставить людей на место, показывать им свое место, отстраняться. Ну, где-то уже нет вот этого желания быть для всех хорошей, доброй. Короче, проработанная. Кто еще до этого не дошел в процессе, и вы к этому приходите, идете. Молодцы. Так, смотрим, что же у нас там за сплетни, что там нового на форуме ваших недоброжелателей, да, и какие там сплетни сейчас о вас муссируются. Итак, начнем же, кто они, эти недоброжелатели, кто они, эти недоброжелатели, сейчас картина маслом, фамилия, имя, отчество, да, и, собственно, что они там, о чем они сплетничают, ну, в контексте вас, с вами связана какая-то информация. Итак, кто эти сплетники? И о чем эти сплетни? Ну, о вас в каком плане, да? Так, кто эти сплетники? И о чем, собственно, эти сплетни? Кто эти сплетни? И сплетники, извините. И о чем эти сплетни в связи с вами? Кто эти сплетники и о чем их сплетни в связи с вами? Итак, начинаем. Кто эти сплетники? Кто они? Кто эти люди?
Мужчины, женщины. Ну, женщина, мне говорят, что это больше на женщину похоже. Так. Женщины, которые изо всех сил стараются не показать того, что у них очень много страхов. Страхов у кого-то женщин, страх, знаете, как такой период, когда женщина резко начинает, ну, не буду говорить стариться, но как-то вот на пороге. Не то что старости, а возрастных изменений. Может быть, ей там и 30 лет, но вот резко, как там, может быть, вот, как родовые программы, да, вот женщины, может, в таком возрасте начинают резко стареть. Может быть, повлияли какие-то стрессы, те же страхи какие-то, тоже взаимосвязь. Почему-то тут какие-то, ну, женщина... Ну, женщина тут, да, скорее всего, какая-то женщина, у которой, может быть, она привлекательна, интересна и большую ставку в свое время делала на эту внешность. А сейчас вот как будто бы задумывается. Мне так идет. Так, так, опять-таки женщина. Женщина, которая в прошлом была более, сказать, уверена в себе, в своей какой-то стабильности, в том числе материальной. Сейчас какие-то проблемы. Опять теневые какие-то тут программки, тут белое, черное и страхи. Сейчас я спрошу, о чем это? Со здоровьем, проблемы со здоровьем у женщины. Может быть, тоже с этим связаны страхи, разбитое сердце, какие-то разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Ожидала одно, допустим, по личной жизни, там то ли брак, то ли союз какой-то успешный, по факту разбитое сердце. Не сложилось, сейчас тяжелый период. Так, в чем тут упрямство? Ваша карта, и о чем это? Кстати, с вами может быть, в каких она отношениях с вами? С вами в прошлом могли быть нормальные, не буду говорить, что тут дружеские, вряд ли тут дружеские отношения. Вы могли пересекаться в социуме, ну, общаться как-то в коллективе, может быть, в каком-то с вами. Она за вами как будто бы наблюдает. С вами могла быть то ли не то, что выяснение отношений, какое-то прояснение отношений. Воительница, может быть, вы постарались там что-то, вы свое донесли мнение, она свое. Как-то так вот могли тут какие-то эти дебаты, не дебаты, но могли что-то как-то тут даже не сколько эмоционально это могло быть в принципе, как могли холодно друг с другом как-то пообщаться. Женщина показана очень упрямо, если что-то надумала, то так оно типа и будет. Отношений с вами как таковых, взаимоотношений нет по карте гроб. Может, где-то пересекаетесь, но это не дружеские точно. Женщина показана, если в прошлом там какие-то могли страсти там бушевать, она привлекательная довольно-таки, могла быть бурная личная жизнь, но не факт, ну, то есть подвержена страстям. То сейчас показано черствое сердце, и вот эту карту я же доложила, то есть тут проблемы в личной жизни, с партнером, с мужчиной. Сейчас как будто бы очерствело ее сердце, и она как будто бы даже уверена в том, что, ну, мужчины не стоят того, чтобы там, знаете, уделять внимание, как-то не то, что там собой не жертвить, а вообще как будто бы не стоят они того, чтобы какое-то место в ее жизни они занимали достойное, вот скажем так. Идет обесценивание мужчин у нее, разочарование в мужчинах, вот как-то такое. Сейчас у нее подтекст один: если в отношениях с мужчиной быть, то какие-то должны быть выгоды, первичные, вторичные, уже не знаю, монеты, золото, деньги, вот как-то так. То есть, если эта женщина будет выбирать между сейчас типа эмоциями и не просто достаток, а тут ей важно, тут она знает цену, не знаю, средства, можно сказать, материалки. Для нее очень важно хорошее какое-то положение, стабильное в обществе и материальное положение. Тут женщина больше ориентирована на денежку, и выбор у нее будет всегда в сторону карта алчность. Она не будет выбирать сердцем, она выберет рассудком здоровым. Здравым, здоровым, вряд ли, конечно, не знаю. Алчность. Вот человек повернут где-то на деньгах. Да.
материалки повернуты. Для нее это в приоритете. Где-то стала заложником даже этого вот, как будто бы материального. Не может остановиться. Ей надо и больше, и то, как будто бы, ну... Даже вот по дьяволу это как зависимость какая-то. В каком плане? Ух ты, карта воровства еще вышла. Третьи лица. О чем? Стабильность. Интересно. Ради своих каких-то тут материально опять. Карта якорь. Стабильность, зона комфорта, накопление. Может быть, даже в моменте выгода по материалке. Эта женщина пойдет на очень многое. Воровство и третьи лица. Может управлять, манипулировать третьими лицами, подставлять, сплетни, интриги, вот это все сюда, ради того, чтобы получить желаемое по факту, да, может какие-то многоходовочки, вот по этим картам как-то мне выстраивается, женщина может продуманно как-то себя вести, многоходовки, то есть вы даже сразу не поймете смысл того, что она там с кем-то зашла, это я так утрированно, конечно, зашла с кем-то, переговорила в один кабинет, да, если это рабочие отношения, какой-то там офис, да. А потом, смотрите, к концу рабочего дня, благодаря хитрым манипуляциям, каким-то многоходовочкам, она достигла, особо не прикладывая даже усилий, результата такого, который нужен, чуть ли не чужими руками. Она в выгоде. Вот такой какой-то тут манипулятор махровый. И может это как-то завуалированно все делать. В основе основ манипуляция, холодное сердце, абсолютно черствое. Тут какое-то сердце показано. Упрямо по головам идет. Ну, такая женщина какая-то. Так, а что у вас с ней общего? Ну, как я видела в прошлом, просто могли пересекаться. Не подруги, нет. Это вряд ли вы близкие подруги. Что вас связывает? Ценность, корабель. Что вас общее связывает? Карта род. Причем тут род? Работа. Ну, вот почему-то они мне показывают. Сразу карта ценности, тут огонь, и карта род, работа. Ну, может быть, какие-то общие проекты, увлечения чем-то общим. Ну, у кого-то элементарно на работе, да, какие-то отношения. Я же говорю, какой-то проект. У кого-то род, это не в том плане, что это ваша близкая родственница. У кого-то пройдет и сестра, конечно. Ну, может, там мне девочки пишут. Ну, род я могу, как я могу это озвучить? Ну, вы даже если это сестра, вряд ли вы были в очень доверительных каких-то отношениях. Скорее всего идет какая-то конкуренция все равно. И эта женщина с холодным сердцем выбирает всегда себя и отдает предпочтение, как бы, ну не то, что там это не журавель, не журавль в небе, а синица в руках, да. Что-то тут такое, тут как будто бы не надо мне ваши там любовные истории. Это может быть и было, но в прошлом. А сейчас мне материал куда идти. Я хочу это пощупать. Ну, какая-то такая дамочка. Так, давайте посмотрим, что, собственно, она... Какие сплетни вас распускает. Ну, сама она подвержена страхам. Как-то пытается противостоять этим страхам. Тут не юная девушка, тут женщина уже такая, которая осознает, что тут карта старость, не то, что там старость на пороге, а в том плане, что она не будет вечно молодой, юной, не сможет даже эксплуатировать там как-то свою внешность, сексуальность. Она как будто бы сейчас уже, если она привлекательна была довольно-таки, она могла в прошлом этим пользоваться, то сейчас у нее приходит осознание того, что нужно, ну, как-то по-другому себя вести. То есть особо на этой сексуальности, на привлекательности она не сколотит состояние. Нужно как-то манипулировать, хитрить в ее понятии. И как-то по-другому это все реализовывать, ее там цели поставленные. Что-то такое. И идет к отношению к мужчинам резко негативное, потребленческое. При этом она считает, что они ее используют. Хотя на самом деле она тоже, будь здоров, пользуется мужчинами. Старается, по крайней мере. Да, смотрим сплетни о вас. Так, девочки, сейчас тут вампиры. О, боже. Какие-то вампиры, сплетни, приворот, шанс. Бог ты мой.
Бог ты мой, это что, она все о вас такое? Это сплетни о вас? Капец какой, что она про вас, тут дичь какую. Все в одном раскладе столько всего вышло про вас. Так, давайте. Так, я уточню все-таки. Это вы, оппозиция. Это финансы, это вы. Да что же это такое? Вы вампир. Вас вампир. Сплетни второй раз выходит. Или третий даже раз уже. Метла, сплетни. Так, по факту. Так, сплетни какие-то такие тут чудные. Так, она говорит, ну это же она распространяет сплетни о вас, о том, что вы сейчас, прокладывая себе дорогу вверх, где-то, ну, идя по этой то ли карьерной лестнице, то ли вперед, в принципе, по лестнице, да, у вас вот какая-то такая вот, типа у вас мотивация заработать побольше денег, при этом вы наживаете врагов. Вот это ее сплетни о том, что вы сейчас с кем-то в оппозиции, с кем-то выясняете отношения, такая чуть ли не конфликтная дамочка, почему-то он говорит, что нет, чтобы там то ли плыть по течению, нет, чтобы там не противостоять никому, вот как будет, так будет, нет, а вы типа себе в голову убили, что вам нужно идти вперед там и куда-то, и во что-то, и при этом ну, тут как будто бы четко отстаиваете свои права, ну, не знаю, желания, права какие-то, вот с кем-то вы в контрах, вот такое вот что-то. Опять-таки, где-то вас рассказывают, что вы меркантильны, очень. Так, о чем это? Что вы манипулируете? Может рассказывать о том, что вы привыкли к какому-то образу жизни, расходы, что у вас тут расходы чуть ли не превышают доходы, и вам нужно теперь срочно заработать. Ну, что-то такое, как будто бы меркантильное, хотелось бы заработать, хотя как-то так. Так, еще скука. Может рассказывать о том, что там, где вы находитесь, если это дом, семья, отношения уже, если длительное время, тут карта аисты, что, типа вам скучно, скучно дома, поэтому можете искать там уж, не знаю, на работе, как типа реализацию, это для вас работа не просто заработок, место, где вы зарабатываете деньги, да, а может быть как возможность из какой-то как темницы вырваться. Тут такой подтекст еще, что как будто бы вы ходите на работу, если можно так сказать, еще для того, чтобы сменить даже эмоционально место, да, вот тут нахождение, вот, допустим, если в семье там уже брак длительный, вот тут по этим картам такое она может рассказывать, что в семье там не ладится, тяжелая ноша, а вы на работе стараетесь кто-то компенсировать, вот не гораздо неприятности какие-то в вашей семье, эмоциональная какая-то атмосфера, если там накалена, тоже так может рассказывать, что вы ходите на работу для того, чтобы вырваться, ну, то есть как из замкнутого круга какого-то. Почему-то так идет. Тут карта подчинения, тяжелая ноша, как будто бы не решаетесь, может быть, в семье разорвать. Поэтому максимально, если у вас кто-то ходит на работу, я уже не знаю, там, как это правильно сказать, там с утра до вечера на работе пропадает, или какой-то там бизнес-проект сейчас взяли, и дома почти не появляетесь, то она может как-то язвительно говорить о том, что понятно, что там дома делать, теперь в голове заработок, и как будто бы желание уйти, не то что побольше, пробыть вне дома, вне каких-то отношений. Потому что почему-то тут такая карта вампир. Ну, не знаю, тут какие-то такие карты, как будто бы вот эта вот женщина может рассказывать о том, что вы не особо счастливы, то ли в браке, то ли в взаимоотношениях, и стараетесь с головой уходить в работу. Типа компенсация какая-то. Опять, это какие-то сплетни муссируются, да, опять-таки какие-то тут материалка. Так, тут отражение в зеркале.
Еще, ну, еще, знаете, какой-то такой, тут идет подтекст такой, она пытается донести до кого-то, что на самом деле вы не так, кем вы себя, ну, пытаетесь показать. Типа, что вот вас видели с одной или видят с одной какой-то стороны, да, она тут пытается как-то развенчать, да, то и как миф о вас. Вот ваши, уже вы создали о себе какую-то там картинку, впечатление о себе, а ей бы хотелось, чтобы эта картинка изменилась. При этом тут такой вообще поворот, как будто бы она может даже рассказывать людям, что взаимодействие сплетни. Вплоть до того, что она может рассказывать, что это вы сплетничали, вот о ком-то, да, она начинает говорить и рассказывать, что а это она, вот ты с ней взаимодействуешь, а это она тебе, ну, типа вы сплетни о каком-то там распространяете. Вы поняли, как-то вот такой с ног на голову в воздухе, как переворот какой-то, кульбит, да. Такое ощущение, да, вас тут чуть ли не упрекают в том, что это вы можете там с кем-то взаимодействуя прочно, может быть, там с коллегой по работе. И тут же вот это вот эта вот самая главная сплетница, которую мы посмотрели, она может рассказать, что это вы про вот эту вот какую-то там коллегу, что-то тут сплетни распространяете. Так. Ну, опять много карт, говорящих о том, тут ну, наигранная святость, тут сцена какая-то лиса, тут карта клевер, шансы. Как будто бы ну, тоже могут сплетни о чем? О том, что вы карта приворот можете не в прямом смысле там магические какие-то там проводить ритуалы. Ну, вряд ли это такое есть. У кого-то может отдельно и проиграется. Это магическая карта. Можете рассказывать, что если там вы занимаетесь, я уже не знаю, эзотерикой, что ага, она тут грешит, может какие-то тут привороты делать, добиваться своих целей для того, чтобы шансы схватить, урвать. Но тут больше другой подтекст. Тут про вас вот эта вот сплетница говорит о том, что вы сплетнями занимаетесь, у вас острый язычок, какие-то гадости. Ради достижения собственных там каких-то поставленных целей вы готовы по привороту на все. И для того, чтобы шансы не упустить. Шансы на что-то. Карта дельфин это что-то новое. У кого-то это новый проект, новая должность, новая, уже не знаю, что хотите, тут что-то, вот мне как-то так идет. И идет такой подтекст, вот она о вас говорит, что наигранная святость. Тут карта монахиня, да, которая вот в этом облачении, а под вот этой накидкой скрывается открыть эту накидку, тут как вампир какой-то скрывается. Вот тут вампир, девочки, и тут хитрая лиса на сцене. В общем, идет рассказ о том, что вы под личиной такой белой и пушистой и замечательной и доброй, это кому-то она рассказывает. Тому, кто с вами непосредственно вот как в связке, то ли работает, то ли общается. Вот так подумайте, если это на работе, то это человек, с которым вот каждый день вы изо дня в день выполняете какую-то работу. Вы в сцепке, связке, или же это какой-то близкий вам человек, ну, подруга, там, уж не знаю. Тот, кто прям с вами вот, чуть ли не каждый день, вот так как-то, не очень близко, вот как будто бы соприкасается, вот как будто бы на вас, можно сказать, наговаривает, да, говорит, что нет, это она внешне такая вот, а там посмотри, там такие клыки, и по карте этой сцены, это говорит, хитрая лиса на вас, она тут маски меняет, тут как человеческие лица, да, видите, маски в виде человеческого лица. И тут множество этих масок валяется. Ну, как будто бы вы приспосабливаетесь, где-то лицемерная, где-то как будто бы вот играете какую-то роль. Вам удобно вот такую роль играть, вы ее играете. Вот неудобно, уже там меняете, подстраиваетесь. Где-то даже... Так, вот говорят, внешне лилия, цветочек, внешне как цветочек, да, незабудка, нежная, женственная, чистота. А на самом деле по карта Луна, там туман, неопределенность, вообще не ясно. И в Луне в классике это же сидит собака и волк, и ты не понимаешь, этот человек тебе друг или враг. Но только тут в таком контексте все перекручено, преподнесено какому-то человеку, рассказывается конкретному какому-то о вас эти сплетни, что ты не сильно верь вот этой вот оболочке, вот этой внешности, там ангельской или не ангельской. На самом деле там еще та
карте Луна. Женщина, которая мути туману напустит, и типа вы преследуете собственные цели какие-то. Нет, вы просто, ну даже не то, что там понятно, что преследуете, но тут карта воительница. На самом деле белая, пушистая, добрая. Она говорит, на самом деле там с мозгами будь здоровы, она тут с этим мечом, как будто бы предупреждение, что с вами нужно быть намного поаккуратнее. Вы совсем не глупая, мягко говоря, и вы действительно как бы добиваетесь своих целей поставленных. Две карты как будто бы. Так, а цель? У кого-то может пройти, даже если какой-то есть мужчина, то ли если это рабочие отношения, может коллега по работе, у кого-то начальство, мужчина. И цель этого всего как будто бы все вместе, вот урожай какой бы она хотела бы, чтобы вы, ну, по факту, как вот вас, если вас устраивает, вот, вас там место под солнцем, где вы занимаете должность, да, урожай какой-то собираете, она хотела бы, чтобы это было бесплодно, чтобы больше такого не было, чтобы явно вы пострадали, или же мнение о вас, чтобы изменилось, явно не в лучшую сторону. Ну, человека прям желание, карта тупик, гроб, охлаждение, чтобы в отношении вас вот изменилось отношение, тавтология, да, чтобы люди по-другому в отношении вас проявлялись, воспринимали вас по-иному, чтобы лишний раз сомневались, такая вы там, если у вас взаимодействие с кем-то и все и всех устраивало, а тут карта змея, вот какой-то там, ну, не знаю, как рассорить, где-то вот какой-то, знаете, семена зародить, семена недоверия, подозрений, для того, чтобы люди вот как будто бы на длительной основе, время, она уже этим тоже давно занимается, люди подумали по карте зелья, что ну, если у вас классные отношения, вы там дружили с кем-то в коллективе, чтобы они подумали, карта зелья, это не настоящая любовь, это не настоящая дружба, это как туман, дурман, этот развеется, и там вообще какой-то, не знаю, как это сказать, какой-то, так сказать, шмурдяк, да? Не истинное вино любви, доверия, дружбы, а вот какой-то суррогат, вот какая-то так подстава, для того, чтобы люди лишний раз почему-то засомневались в вас, в ваших искренних проявлениях, в ваших каких-то помыслах, в ваших, вот, чем вы там были мотивированы, вот к чему шли, вашей искренности, да, вот как будто бы вот большой вопрос. Для того, да, вот у нее желание как будто бы пошатнуть вот это вот мнение о вас, вот сложившуюся эту картинку, и хотелось бы исправить, испортить даже. Ну, вот тут какая-то дамочка такая пришла. А зачем ей это все? Зачем ей это все? Вот ей хотелось бы самоутвердиться. Ей почему-то кажется, что у вас там все в жизни более-менее нормально. Карта очищения. Вы нормально переносите невзгоды. Вы как будто бы выходите из каких-то ситуаций, тут патовых, тупиковых. Карта очищения, ну, как вам как грязь не пристает. Вы то ли умеете отстраняться. Ну, там не зря же у меня эта королева это мечей выходила на вас несколько раз. Избегаете каких-то острых углов, каких-то ситуаций, каких-то, вот вы умеете как будто бы этого. Я же говорю в прямом смысле, может быть, особо не старайтесь не вникать в какие-то сплетни, в какие-то наговоры, не участвуйте. А ей интересно вас вовлечь в эту игру, как бы ключики к вам подбирать. Ей бы очень хотелось видеть вас вот этого как ребенка незащищенного, ну, по факту человеком, которым можно было манипулировать, вот, управлять. И карта сила, ну, где-то видит вас сильную соперницу, человека, который противостоит. И хотелось бы, чтобы вы так в паутине запутались, попались в эти силки. Ну, самоутверждение какое-то такое. У женщины, похоже, не очень хороший период в жизни, может, у нее вся жизнь такая. Вот, и тут хотелось бы за счет вас самоутвердиться, вот, увидеть, что у вас все не ладится. И все совсем не так. С ее подачи причем. Она готова этому поспособствовать даже.
Все, мой хороший, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.